I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. В 2000-х годах в Москве получила известность секта бога Кузи, оказавшаяся максимально странным псевдорелигиозным формированием. Ее основателем и одновременно объектом поклонения адептов стал уроженец Подмосковья Андрей Попов, который объявил себя богом, обогнавшим по количеству чудодействий и свершений самого Иисуса Христа. Детство и юность. О ранней биографии Попова известно немного. К тому же эти сведения разнятся в зависимости от источников. Согласно официальным данным, родился Андрей 23 августа 1977 года в Долгопрудном. Родители мальчика развелись, когда ему было 5 лет, из-за чего он очень переживал, хотя отец продолжал навещать сына. Ребенком Попов перенес тяжелое инфекционное заболевание и из-за осложнения частично потеряв зрение. В силу наступившей инвалидности он почти все детство провел дома, и друзей предпочитал заводить среди братьев наших меньших, общаясь с домашним попугаем, крабом и в душе мечтая о зверинце. Погружению в себя способствовала и бабушка, которая увлекалась эзотерикой и религией. Помимо нее воспитанием мальчика занимались мать и дедушка. Как позднее свидетельствовали очевидцы, мальчик подвергался издевательствам со стороны матери, которая пыталась вырастить из него настоящего мужчину. Сложные жизненные обстоятельства сделали из Андрея настоящего маньяка, чья жажда стать кумиром подкреплялась навыками психолога, которыми невольно овладевают жертвы домашнего насилия. На официальном сайте Попова представляли несколько иначе. Вместо частичной потери зрения заявлялось о полной слепоте, которая наступила вследствие пережитой в 3-летнем возрасте клинической смерти. Недуг компенсировался феноменальной памятью, благодаря которой еще малышом Андрей читал наизусть Уильяма Шекспира, сочинял собственные стихи, а к 12 годам защитил первый разряд по шахматам. Помимо этого, мальчик рисовал картины, писал музыку, а школу окончил с золотой медалью. Также на официальном сайте было указано, что Попов отучился на историческом факультете МГУ имени Ломоносова и там же преподавал. Бурная жизнь Попова отражена в его автобиографии, правда лишь с самой лучшей стороны и с акцентом на интеллектуальную деятельность. В своих собственных глазах Андрей Попов никто иной, как историк, философ, религиовед, психолог, поэт, писатель, член Союза писателей России, художник, член Союза художников, композитор, певец, биолог, человек энциклопедических знаний. Попов при этом является создателем более 1000 картин и автором нескольких сотен книг, читать которые довелось главным образом его последователям. Имя Кузя нравилось Андрею с детства. У него были кролик и попугайчик с такими кличками, и он даже хотел официально стать Кузьмой после совершеннолетия. Огурцы, раки и выдры в секте бога Кузи. На скользкий путь псевдосвященника Андрей Попов вступил в конце 1990-х годов. Он купил документы об окончании духовной семинарии, после чего поступил на службу в качестве священника в храм Вознесения Господня на Гороховом поле. В 2007 году настоятель прихода выгнал Попова, распознав в нем самозванца. Однако часть прихожан последовала за изгнанником. Попов стал называть себя епископом Романом, нацеливаясь на околоправославную аудиторию. Хотя на фото тех лет он снят в священническом облачении и с напрестольным крестом в руках, сана у него не было и ни к одной из епархий РПЦ отношения не имел.
Позднее, когда количество его поклонников стало существенно больше, появилось новое имя – бог Кузя. Попов заявил, что параллельно с Христом в нем воплощено с десяток душ помощников, от Богородицы и Иоанна Крестителя до Михаила Лермонтова и Елены Рерих. При этом на 15% бог Кузя состоит из чистой любви. Его окружили женщины и мужчины, поверившие в избранность учителя и его высокую миссию. На протяжении 8 лет он вел идеологическую обработку своих последователей в ходе лекций и личных встреч, называя свое учение верным, а остальное – ложным. Собирал адептов, которым проповедовал псевдоправославное учение. На встречи, как правило, приходили вполне самодостаточные с финансовой точки зрения люди, стремящиеся решить личные проблемы. На первых порах собрания проводились в аудиториях 2 московских институтов, потом перекочевали на квартиры соратников, а позже стали проводить встречи в собственной церкви в Кондратьевском переулке, за что сектантов прозвали «кондратами». Секта бога Кузи имела строгую иерархию, поделенную на круги. В первой входили его жены, в следующей так называемые «воскресники», то есть помощницы и наложницы. Далее уже шли субботники, обязанные служить вышестоящим и добывать деньги общине. В другие круги входили люди, не знающие о Кузе или не попавшие под его обаяние, а значит автоматически приравненные к демонам. В частности, там находились близкие родственники сектантов, не разделяющие их одержимость. А тех, кто познал Кузю, но отверг его, называли огурцами. В секте существовала система штрафов и наказаний за так называемые небогоугодные поступки – раки и щуки, в ходе которых адепты подвергались избиению с помощью плеток, кожаного ремня, палок, рук и резинового тапка. Таким образом, в них воспитывалось смирение. При назначении наказания применялся гендерный подход. Число ударов зависело от пола и возраста провинившегося и варьировало от 100 до 1500 ударов. С начала лета 2012 года адепты стали подвергаться уже не регулярному, как это происходило раньше, а постоянному, практически ежедневному физическому насилию. Их избивали плетью или ремнем по спине, груди, шее, голове. Били по почкам, мужчин дополнительно били ногами по гениталиям, бросали на пол, таскали за волосы, вырывая их с корнем. Наказывали за общение с посторонними, за звонок родственникам, поскольку для сектантов все они демоны, за принятое лекарство. А 19 февраля 2013 года Попов санкционировал групповое избиение, в результате чего одновременно были избиты 22 человека. Избиения сопровождались матом, словесным унижением, громким криком. Попов требовал от сектантов беспрекословного подчинения, уверял в их вине пред Богом и ниспосланных за это болезнях, запрещал лечиться и принимать лекарства, называя это грехом. Адепты бога Кузи верили, что живы только его молитвами и могут умереть, если тот наведет на них проклятие. Он также вмешивался в личную жизнь своих прихожан. На общих сходках, называемых «выдрами», устраивал публичные разборы их семейных и финансовых дел, давал рекомендации разводиться, сдавать детей в детские дома и отказываться от родителей. Самая мощная методика эмоционального контроля, применяемая Поповым, это внушение страхов. Людей заставляли испытывать панику, похожую на дикий животный страх, при одной только мысли об уходе. Им говорилось, что если они уйдут, то будут потерянными и беззащитными перед лицом темных ужасов. Они сойдут с ума, заболеют неизлечимыми болезнями, будут убиты или совершат самоубийство. Чаще всего сообщалось о повешении после выхода из группы Попова как неизбежном варианте. Люди боялись разговаривать друг с другом о чем-либо критическом по отношению к богу Кузе. Они должны были шпионить друг за другом и доносить обо всем на лекциях. Адепты были истощены не только психологически, но и физически.
Принимать пищу можно было только 1 раз в день. При этом все они хронически недосыпали, находясь в постоянных разъездах. За некоторые проступки штрафовал на сумму до 15 тысяч рублей, однако это был не единственный источник дохода бога Кузи. В 2007 он воспользовался доверием священников Русской Православной Церкви и получил право участвовать в религиозных выставках и других мероприятиях. Под предлогом пожертвований на строительство храма адепты секты собирали с верующих деньги, которые затем оседали в карманах Попова. Известно, что последователи отдали Богу от 20 тысяч до 820 тысяч рублей в качестве пожертвования на строительство храма Живоначальной Троицы в Троицком округе столицы, однако он так и не был возведен. Деньги секта добывала на православных выставках, маскируя среди других приходов и собирая средства на пожертвования и молебны, которые уходили в карман Попова и его ближайших соратников. Там же кондраты находили новых адептов своего вероучения. Бывшая наложница, обманутая Кузей, говорила: «Я работала на православной выставке и обратила внимание на стенд с его фотографией в епископской мантии из Панагии. После того, как я пообщалась с его помощниками, мне предложили прийти на лекцию на православную тему. Я этим интересовалась и согласилась. Это было на базе Института почвоведения, все серьезно и прилично. Я обратила внимание, как он мягко и вкрадчиво отвечает на вопросы. Меня это подкупило. Я тогда как раз искала духовного отца. Мне показалось, что он может им стать». Богу Кузи принадлежали не только тела и души адептов, но и их имущество, движимое и недвижимое. Андрей Попов в этом вопросе был принципиален, прагматичен и последователен. Крышей посланникам Попова служили провинциальные храмы, от имени которых действовали сектанты. Механизм был предельно прост и безопасен. В деревенской церкви у батюшки брали официальную бумагу о том, что пожертвования собираются на его храм. После этого субботники без опаски действовали на любых религиозных мероприятиях. В итоге выдавший бумагу священник получал 5-6 тысяч мелочью, а коробки бога Кузи пополнялись на 1,5–2 миллиона каждую неделю. Личная жизнь. В молодости Андрей успел побывать в браке и даже завести сына. Став богом Кузи, он обзавелся как минимум парой жен, не считая многочисленных наложниц. Официальной супругой лидера секты была уроженка Красноярска и выпускница экономического факультета Жанна Фролушкина, которая была старше мужа на 15 лет. Родилась Жанна Фролушкина в Красноярске в 1962 году. Жила на правобережье, не центр, но и не окраина. Училась в обычной школе. Одноклассники Жанны говорят о ней как о вполне нормальной, адекватной женщине, которая в школьные годы особо ничем не отличалась от сверстниц. Существует мнение, что именно она является настоящим учредителем секты, а бог Кузя в ней – лишь марионетка. Именно она была причастна к издевательствам и избиению тех, кто ослушается или по неосторожности подвергнет дело лжестарца какому-либо риску. Так, например, однажды 4 человек были избиты за то, что в их телефонах были обнаружены записи адептов группы Попова по их фамилиям, а не по кличкам, какие им присвоил господин Попов. Еще одной из его жен была скрипачка Анастасия Чеботарева, заслуженная артистка России, лауреат многих конкурсов, в том числе и международных. Чеботарева променяла скрипку на право спать с Богом, на право быть избиваемой им тапочками и на право добывать для Кузи деньги с помощью прямого обмана. Сам Кузя очень любил классическую музыку, и лауреатка Анастасия устраивала для него персональные концерты. В целом, с женщинами, которые составляли значительную часть адептов, у бога Кузи были особенные отношения. С ними он работал в прямом смысле кнутом и пряником, а порой и бесноватыми запугиваниями. Девушек классифицировали на щук и выдр.
Он не чурался даже разбивать чужие семьи, чтобы обладать кем-либо из своих прихожанок. Вовлеченным в секту женщинам приходилось ублажать самопровозглашенного бога. Он завел себе целый гарем, причем регулярно подвергал своих жен жестким экзекуциям, находя в этом особое удовольствие. Те, кто побывал в секте и сумел выбраться оттуда, говорят, что Попов не выносит отказа. Любая попытка к бегству из квартиры Бога расценивается им как смертельная обида, за которую нужно заплатить кровью. Остальные сектанты сами давили на девушек, чтобы те благосклонно отнеслись к лидеру организации. Ходил слух, что Попов хочет в итоге добиться того, чтобы у него было 2000 жен, которые бы его ублажали. Также планировал купить пост мэра. В своей повседневной жизни этот мошенник проявил себя чрезвычайно жадным человеком. К людям, попавшим к нему в сети, относился очень жестоко. При этом все должны были соблюдать его правила конспирации, нарушения которых жестко карались. Находясь в группе Попова, ты должен был сообщать о любых мыслях, которые пришли тебе в голову, и ничего не утаивать от гуру и его сподвижников. Ведь только Бог, то есть Попов, вправе принять правильное решение и наказать за плохие мысли. Наказание неизбежно. Первый раз в поле зрения правоохранительных органов бог Кузя попался в 2014-м. В полицию стали поступать заявления с жалобами от бывших сектантов. Во время обысков в помещениях организации на Краснопролетарской улице и в Большом Кондратьевском переулке было найдено 2 десятка коробок с тысячными и пятитысячными банкнотами общей суммой 219 миллионов рублей. По другим данным, 240 миллионов и 150 тысяч долларов. Деньги были повсюду, в ящиках, стеклянных банках и кастрюлях. Кроме того, там были найдены поддельные печати реальных религиозных организаций, религиозная литература, свыше 50 видов редких животных, среди них австралийская ехидна, крокодил, броненосец, питоны. Этих и других зверей передали в московский зоопарк. Деньги признали вещественным доказательством и поместили на банковский счет Главного управления МВД Москвы. Но тогда никого из сектантов не арестовали. Арест лидера секты произошел 1,5 года спустя, когда в его адрес стали поступать обвинения в побоях. Обыскав все квартиры, где проживал Попов, полицейские изъяли помимо денег документы о сборе денег, компьютеры, где хранились данные о деятельности организации, фотографии и видеозаписи, часть из которых специалистами была квалифицирована как детская порнография. Вместе с богом Кузей под стражу были взяты его жены и ближайшие помощницы, заведующие бухгалтерией. После задержания у Жанны Фролушкиной на лице не дрогнул ни один мускул. Андрей Попов не причастен ни к каким противозаконным действиям, и я тоже не причастна. Тихим и смиренным голосом ответила она журналистам. Я всегда говорила, что он сильный молитвенник. Он помогал многим, исцелял, детки рождались. Андрею Попову было предъявлено обвинение в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, а также мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Участие в секте и мошенничество инкриминировались также жене Попова, бывшей балерине Жанне Фролушкиной и бухгалтеру Галине Маркевич. Вместе с ними на скамье подсудимых оказались еще 3 особо активных сектантки. Андрей Попов продемонстрировал абсолютную слабость и беспомощность. Он решил спрятаться за спины пожилых женщин. В итоге Пресненский суд Москвы приговорил Попова к 5 годам лишения свободы, Фролушкину 4 годам 11 месяцам, Маркевич 4 годам 9 месяцам, Розанову к 4 годам 10 месяцам. Отбывать наказание они должны были в колонии общего режима. Суд удовлетворил и большинство исков потерпевших на сумму 7 миллионов 265 тысяч рублей.
Чеботарева и несколько других апостолов, приближенных к телу бога Кузи, находились в федеральном розыске около 3 лет. Все это время они не пользовались мобильной связью и предпринимали другие меры предосторожности. Им удалось скрываться от правосудия довольно долго. За это время самого бога Кузю и его самый ближний круг успели уже осудить, посадить и даже выпустить из тюрьмы. Свежепойманных апостолов обвинили в мошенничестве. 17 января 2020 года их арестовали. По версии следствия, они обманули 15 потерпевших на сумму 15 миллионов рублей. Задержание апостолов Попова-Кузи почти совпало с началом другого процесса. В самом конце прошлого года Тушинский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела о мошенничестве в отношении некоего Юрия Цукермана, возможного бенефициара религиозной секты бога Кузи. Таинственный Цукерман. Параллельная нить в деле бога Кузи – дело 59-летнего руководителя секты Юрия Цукермана, правой руки Попова. Он похитил 215 миллионов рублей уже тогда, когда поверженный кумир оказался под следствием. Это те самые деньги, которые были обнаружены при обыске квартир секты в 2014-м. Дальнейшая судьба этих средств напоминает сюжет какого-нибудь авантюрного детектива. В апреле 2015-го следственные действия были признаны незаконными, поскольку на обыск и изъятие денег не было санкции надзорных органов, и значит, по закону их следует вернуть владельцу. Так на сцене впервые за все время появляется Цукерман, как бывший муж Фролушкиной, хозяйки квартиры, в которой и нашли деньги. Юрий Цукерман представил в суд подложный договор хранения денег, якобы оформленный между ним и бывшей супругой. И в 2016 году Химкинский городской суд неожиданно вынес решение о возврате денег владельцу. 215 миллионов рублей сняли прямо со счета МВД и перевели на счета Цукермана. Финансисты МВД заметили списание только через полгода. Поднялся шум. Решение суда объявили незаконным. Судья Дубравин даже ушел в отставку, ну а Цукерман уже улетел в Израиль. Но в 2018 году правоохранителям удалось задержать его и вернуть часть денег, примерно треть от похищенного. На другую часть денег он купил недвижимость в Москве и 2 автомобиля класса люкс. BMW X6 за 7 миллионов и Mercedes G за 14 миллионов рублей. Сейчас Цукерман находится в тюрьме, а правоохранители тщетно выясняют, куда испарились остальные деньги. Настоящая фамилия Юрия Цукермана – Ананченко. Он начинал свою карьеру мошенника в Омске, когда обманул компанию «Новый континент» на 8 миллионов рублей, за что отсидел 5 лет в колонии. Ананченко Цукерман является бывшим мужем Жанны Фролушкиной, и существует версия, что вся секта как крупномасштабная афера – плод преступной изобретательности супругов. На это указывает целый ряд фактов. Главный офис всей секты в Большом Кондратьевском переулке – личная квартира Фролушкиной. Квартира на Краснопролетарской улице, где бог Кузя устроил зоопарк с редкими экзотическими животными, тоже ее. Сам Попов Кузя называл импровизированный зверинец райским садом. Черепахи, змеи и другие рептилии каким-то образом были задействованы в обрядах секты. Но самое главное – содержание диковинных тварей было поводом для постоянных поборов внутри самой секты. И все собранные деньги скапливались на квартирах у Фролушкиной. И что характерно, она, в отличие от других адептов, квартиру свою на бога Кузю не переписала. Она же являлась официальной женой бога, впрочем, позволяя главе секты иметь связи с другими последовательницами, в том числе с той же скрипачкой Чеботаревой. Фролушкина вместе с другой последовательницей Надеждой Романовой составляла так называемый «ближний круг секты».
Стоит отметить, что до ухода в секту Розанова являлась бывшим советником генерального директора Центра международной торговли Москвы. Роль самого Цукермана в общине не совсем понятна. Некоторые считают, что он даже вел с патриархией переговоры о легализации общины Андрея Попова и признании его семинарского диплома. Также именно Цукерман Ананченко пытался добиться разрешения на строительство православного храма, на которое Кузя собирал деньги. В любом случае, мошенник официально никак не проявлялся в секте. О тайном кардинале Бога Цукермане никто не услышал, даже когда Кузю наконец арестовали вместе с Фролушкиной и Розановой. Известно, что следователь позволил Цукерману свидание со своей бывшей женой. Что они там обсуждали, неизвестно, но вскоре произошел тот самый подлог и скандальный перевод со счета МВД порядка 200 миллионов рублей. За хищение в особо крупных размерах он получил 6 лет. Куда приводит поиск праведности? Во-первых, это поиски секретов, которые позволяют достичь здоровья и счастья. Обычно такого рода поиск связан с восточными практиками. Второй источник – это поиски праведности, подлинного христианства, благолепия, елейности. И бог Кузя действовал именно во второй сфере. Он вербовал приверженцев, в первую очередь женщин возрастом за 40 лет, в храмах. Подходил к ним с благовидным лицом и начинал говорить о том, что в церкви все не так, как должно быть, что подлинное учение Христа забыто, приглашал на свои собрания. Попов выстраивал коммуникацию с потенциальной жертвой следующим образом. Рассказывая о Христе, миловидно улыбался и переводил разговор в такую плоскость, что людям казалось, будто он вспоминает то, через что сам прошел. Постепенно он либо сам, либо через своих адептов доносил идею о том, что он является Богом, что он заслуживает всяческого поклонения, и люди оставались в его секте, отдавали ему деньги, переписывали квартиры и машины. Специалисты утверждают, что ничего, кроме всем известных способов обмана, манипуляции и актерского мастерства, сектанты не используют. Свой выбор человек всегда делает сам, и по сути любая сектантская коммуникация – это просто способ убедить человека в том, что секта – это правда. Нельзя сказать, что тот или иной человек более предрасположен. Просто у каждого есть заблуждения, на основе которых сектантский вербовщик будет строить свое воздействие, и оно станет результативным. То есть при определенных условиях в секту может попасть абсолютно любой человек. Попов сейчас. В заключении бывший лидер секты писал стихи о Боге и любви, которые записывали его сокамерники. На литературном творчестве он решил сосредоточиться и после освобождения. В январе 2023 года было опубликовано интервью Попова, где тот рассказал, что никогда не называл себя Богом Кузей и даже считает это наименование издевательством. Существование собственной секты Попов тоже отрицал, говоря, что проводил время в кругу друзей и единомышленников, которым по мере сил помогал советами. Факты избиения и унижения друзей он тоже не признавал. «Я бы очень хотел сделать побольше добра. Я живу в этом мире, чтобы приближаться к Богу и работать над собой». Такие планы на будущее озвучил Попов с благостной улыбкой. Сейчас его левый глаз видит 1 к 100, а правый 1 к 1000 от нормы. Несмотря на невзрачную внешность и инвалидность по зрению, Кузя – талантливый манипулятор и прекрасный шоумен-мистификатор. Работавший под его именем религиозный стартап просуществовал по меньшей мере 8 лет, и за это время секта заработала как минимум сотни миллионов рублей. Дорогие подписчики и гости канала, а как вы думаете, увидим ли мы еще Андрея Попова на псевдоправославном поприще? Ждать ли воссоздания секты под его руководством? Действительно ли бог Кузя настолько влиятелен, что смог собрать вокруг себя большое количество адептов, готовых служить ему верой и правдой,
Или же это хорошо продуманный бизнес-план бывших супругов Юрия Цукермана и Жанны Фролушкиной? Делитесь своим мнением в комментариях.